Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира вам и добра, а также благодатной погоды. Именно о погоде мы сегодня опять будем говорить. И это связано с тем, что после наших видео о погоде в следующем году, а именно о погоде зимой, весной и летом 2023 года, нам поступило очень много вопросов, подсказок и личных наблюдений наших подписчиков и зрителей. Ну и больше всего именно вопросов касается березы, листьев березы. Вернее, как можно определить осенью по березе погоду зимой и весной следующего года. Более подробно об этом буквально через пару минут. А сейчас еще одна важная подсказка. Сегодня ведь 13 октября, а завтра, 14 октября, многие будут отмечать праздник Покрова. И у желающих проверить наблюдения наших мудрых предков 14 октября будет уникальная возможность затем проверить в своем районе, области, стране, регионе, какой у вас будет зима и, кстати, и весна. Напоминаю, что если 14 октября, в день Покрова, ветер дует с востока или с севера, зима будет холодной. Если с юга, зиму нужно было ожидать теплой. Ну а если ветер дует с запада, тогда зима снежная обязательно будет. Если ветер переменчивый, то северный, то западный, то южный, и такое бывает, то и зима будет не постоянной, а вот такой разной. Вот завтра, пожалуйста, понаблюдайте и запишите. А теперь вернемся к березе, вернее, к ее листьям. Мы в своем видео привели выдержку из комментария Ангелины Жуковой. Вот она написала, что она, как ее бабушка, наблюдает сейчас за листьями березы. И вот ее бабушка всегда говорила, если лист лежит мамкиной стороной, то зима холодная, если мачехой, то теплая. Сейчас лист лежит мамкиной, значит зима будет холодная, и весна тоже холодная, 100% правда. Это выдержка из сообщения Ангелины Жуковой. Так я понимаю, что уже у них очень холодно, там, где живет Ангелина, и уже листья березы полностью опали. И можно определить, какой же стороной опали листья на землю. Ну, а после этого видео, конечно же, посыпались вопросы, множество вопросов, какая сторона мамкина, а какая сторона у листа мачехи. Кто у нас все-таки труженица? По сказкам, по преданиям. Это мама, это мамка, по-народному. Нижняя сторона листа выполняет множество функций, множество трудов. И особой красоты здесь нет. Зато мачеха, снова же по сказкам различным, всегда блестит, всегда красивая, крашеная, на всех просто заглядывает вот так вот, всем показывает свою красоту. Вот это и есть лицевая такая блестящая сторона листа. Это верхняя часть. Но как по мне, то каждая клеточка и верхней, и нижней стороны листа – это труженицы. Ну, это просто в народе такое есть название. Ну, что сделаешь, в народе окрестили разные стороны листа березы мамкой и мачехой. Ну, вот такое есть. А на юге Украины, то есть там, где мы живем, береза – редкое растение. И вот не все могут определить по березе, какая же будет погода. Чаще всего ее высаживают только в парках, для того, чтобы ее можно поливать. Иначе в засушливые годы березы у нас засыхают, погибают. В Измаиле, а это юг Украины, березки высажены в парках, и на берегу Дуная есть особый такой парк.
И мы решили проверить сегодня все приметы, связанные с зимой и весной 2023 года именно по березе, по березам. Завтра, 14 октября, Покрова. И есть такая очень интересная примета по поводу этого праздника, и она связана с березкой. Итак, проверяем первую примету. Она звучит так. Если на Покрова лист с березы не опадет, это к строгой зиме. Смотрим, листья на наших березах почти еще не опадали. Нас ждет строгая, настоящая зима и со снегом, и с морозом. Еще одна примета. В начале октября лист с березы не опал, снег ляжет поздно. Смотрим, наши листья на березах почти все на месте. Дальше. Я вам цитирую вот эти народные приметы, а вы вслушивайтесь и, естественно, проверяйте у себя. Итак, если первые желтые листья появились на макушке дерева березы, то будет ранняя осень. Если на дереве березы листья начали желтеть снизу, то березка предсказывает затяжную зиму. У нас именно такая ситуация. Если береза до октября не сбросила листья, то первый снег будет еще не скоро. Проверка листьев на березах на юге Украины предсказывает. Подведем итог. Я вам все время показываю наши березы. Итак, листья на наших березах желтеют с нижней части, а значит нас ждет затяжная зима. Далее, листья на дереве зеленые до покров. А если до покров зеленые листья, то зима придет с опозданием. Зима и весна будут поздними и строгими. Это все народные приметы, и это все передается из поколения в поколение. Березы подтверждают, кстати, наш анализ погоды на зиму-лето 2023 года, который мы делали и давали вам на основе планет, расположения планет в определенных знаках зодиака, и эти планеты нашей Солнечной системы. Вот они обычно и создают определенные условия для климатических условий на Земле. Мы вот последние годы очень активно делаем эти анализы и видим, что эти расположения планет как раз обычно играют важную роль в погоде. По крайней мере, мы наблюдаем за погодой у нас там, где мы живем, на юге Украины. Об этом наше видео о погоде зимой и летом 2023 года, ссылку на которое мы расположим под этим видео. Посмотрите их, и вы увидите доказательства того, что и березы наши тоже на правильном пути в определении будущей погоды и зимой, и весной, и летом 2023 года, и даже осенью. У нас, кстати, с вами есть уникальная возможность проверить и народные приметы, и космические карты планет. Записывайте в свои дневники наблюдения, и будем вместе проверять эту важную информацию. Мы с вами уже информированы, имеем доступ к различным источникам информации и имеем доступ к той информации, которая передавалась из уст в уста, из поколения в поколение. И сейчас отрабатывается в это переходное время вот эти новые условия для нашей погоды, для нашей жизни на планете Земля. Записываем, анализируем, и в дальнейшем мы будем иметь полную картину того, что будет происходить у нас на Земле с погодой, с климатом и в каких условиях мы с вами будем проживать. Авторы канала Раиса Греченко и Александр Волик подготовили это видео и ответ на множество вопросов по видео о погоде зимой 2023 года. И вопросы касались многие именно березы. Мы встретились с нашими помощниками, березами в наших парках и определили, что они тоже дают свои подсказки, и эти подсказки совпадают с нашим анализом.
Мы пока прощаемся с вами. Благодарим вас за комментарии, за вопросы. Пишите, будем обсуждать, изучать и вместе двигаться вперед. Мы прощаемся с вами, желая вам здравия и вашим родным тепла и уюта в эту будущую, предстоящую строгую зиму, которую предсказывают нам березки, а вернее их вот эти прекрасные листики. Ну что ж, пока-пока, до новых встреч на нашем канале.